Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, скажите, сколько вам лет, как долго вы принимаете синтезит и какими наблюдениями вы можете с нами поделиться. Здравствуйте, меня зовут Александр, мне 45 лет. Я принимаю синтезит со 2 апреля. Какие самые главные впечатления? Первые у меня были такие, что у меня начали расти волосы. Как заметно, я лысый, но у меня начал появляться уже пушок на голове. Ну, дальше были интересные такие последствия, что на 4-й день у меня начал болеть правый тазобедренный сустав. Вечером доходило до хромоты. Но на следующий день все пропало, как будто ничего и не было. Хотя раньше он меня никогда не беспокоил. Мгм. Также у меня язва 12-перстной кишки. И на 15-й день произошло обострение. Причем испытывал сильное жжение в районе 12-перстной кишки. Сначала я подумал, что это обострение, но, возможно, это было просто как... Дело в том, что в это время у меня никогда не возникало обострений. И было, вот некоторые в отзывах говорят, что чувствуют тепло в некоторых органах. А это было именно жжение. Хорошее такое сильное жжение. И продолжалось это жжение 1 день. На следующий день просто была небольшая боль в этой области. И дальше все прекратилось. Мгм. Также примерно в это время, на 15-й день, у меня начало болеть левое колено. При ходьбе болело. Сначала я не мог понять, в чем дело, но потом разобрался. Дело в том, что при работе получил такую привычку опираться на ногу чуть выше колена, предплечьем. И потом уже, когда сам разобрался, понял, в чем дело. Просто раньше оно не проявлялось, но вот сейчас проявилось, когда начал принимать синтезит. И так Мгм. вот она у меня болела до тех пор, пока я не начал принимать 2 капсулы. Вот сегодня 10-й день, когда я принимаю по 2 капсулы. И когда начал принимать по 2 капсулы, боль прекратилась. Ну и сейчас она меня не беспокоит. Мгм. Я, в общем-то, разобрался, почему была эта боль. Просто синтезит, как скажем, подсветил ее. Но так вот у меня состояние хорошее, работоспособность повысилась, снизился вес на 9 килограмм. Но сейчас вот уже на 10 килограмм после того, как я писал вам письмо. Чувствую себя отлично. Мгм. Хорошо. Уточнение можно? Какой у вас вес? При начале приема у меня был вес 101 килограмм, сейчас 91. Мгм. То есть вес просто снизился без каких-либо дополнительных упражнений или как? Дело в том, что в это время года он у меня обычно снижается, но я думаю, снизился бы он килограмма на 4. Ну, то есть в половину меньше, чем снизился сейчас. Потому что у меня в это время года много работы в саду. И обычно вот он где-то, я так прикидывал, килограмма на 4 должен был за это время снизиться. Но снизился в 2 раза больше. То есть я еще заметил, что заметно снизилась потребность в пище. То есть ем я значительно меньше, чем раньше. Мгм. А вкусовые пристрастия никак не изменились? А, Пристрастие изменилось в том плане, что меньше стала тяга к сладкому и мучному. Раньше, ну вот если в обед, скажем, умеренно поешь, то через 2-3 часа возникало чувство голода. Ну и хотелось чего-нибудь перекусить, например, там выпить сладкого чая с печеньем или с пирожным. А сейчас такого не возникает, чувство голода не приходит между приемами пищи. И когда во время приема пищи нет потребности потреблять ее в том же количестве, в котором потреблял раньше. Мгм. Мгм.
А скажите, пожалуйста, вот язва двенадцатиперстной кишки, сколько лет у вас этот диагноз? Я вот считал, где-то 15 лет у меня она уже. И она у меня регулярно обостряется, примерно в августе. И может быть повторное обострение еще осенью. Ну, я думаю, что это из-за того, что сезон овощей наступает, и я очень люблю помидоры, и они влияют очень сильно на язву. У кого язва, тем помидоры, в общем-то, противопоказано кушать. Но я их люблю, поэтому отказать себе в этом удовольствии не могу. Хорошо, дождемся августа, посмотрим, как ваш организм Да, я отреагирует. думаю, что если этим летом и осенью ничего не произойдет, то я считаю, что все-таки синтезит помог мне зарубцевать язву, излечить ее. Ну, посмотрим, как оно будет. Ну, я Мгм. вообще доволен, чувствую себя хорошо, настроение прекрасное. Будем заказывать еще синтезит. Нам понравилось. Хорошо, Александр Викторович, скажите, пожалуйста, по поводу вот настроения, вы в своем письме упоминали спокойствие и сон. Я вот пометочку себе сделал. Да, сон, ну, раньше иногда бывает перед сном думаешь, что-то не получилось, что-то можно сделать было лучше. Ну, вот думы приходят перед сном, и очень сложно засыпать. Сейчас ты ложишься, и как выключатель просто отключается, ты сразу засыпаешь. Э, Сон улучшился, красочные сны стали сниться. Ну, заметное отличие с тем, что было до этого. Мгм. А время сна и само просыпание, пробуждение? Нет, время сна у меня также осталось 8-9 часов, в зависимости от того, насколько я устал. Если устал сильно, я могу спать 9 часов. Ну, а так 8 часов я стабильно сплю. Время сна не изменилось. Мгм. Ну, замечательно, очень хорошее наблюдение. Вы еще говорили про свою матушку, что у нее тоже есть какие-то интересные. Да, да, ну, она согласна дать тоже отзыв. Ну, давайте тогда пригласим ее и поговорим с ней. Давайте сейчас я ее приглашу.